Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с одним из крупнейших зоопарков мира. Зоопарк Сан-Диего – крупнейший и прогрессивный зоопарк в мире, расположен в городе Сан-Диего в Калифорнии, США. Занимает территорию площадью около 40 гектаров в городском парке Бальбоа. Здесь живет более 3700 различных животных, почти 650 видов. Помимо основной экспозиции на территории парка Бальбоа, зоопарку Сан-Диего административно подчиняется сафари-парк в 32 километров к северу от Сан-Диего, а также океанариум – морской мир. Зоопарк в Сан-Диего отличается от других зоопарков тем, что животные здесь группируются не по систематическим признакам, а по географическим, что создает уникальные микроклиматические условия и естественную среду обитания для животных. Это обеспечивает более комфортное проживание и более длинную продолжительность жизни животных. Здесь также есть подвесной гондольный подъемник под названием Скайфари, откуда открывается вид на зоопарк с высоты птичьего полета. У входа в зоопарк расположена бронзовая статуя льва Рекса высотой 8 метров и весом 10 тонн. Скульптура льва символизирует мощь, величие и красоту дикой природы и является напоминанием о том, что зоопарк Сан-Диего работает над сохранением и защитой дикой природы во всем мире. Базовая цена посещения парка обойдется в $54. В цену включается также неограниченное пользование автобусом Kangaroo Express Bus и канатной дорогой Скайфари. После прохода через билетные кассы в киоске можно приобрести план зоопарка. Зоопарк огромный, и карта очень пригодится. Для тех, кто посещает зоопарк впервые, рекомендуется автобусный тур. Он называется «Гид по дикой природе» и охватывает 75% территории парка. Это 35-минутная экскурсия на открытом автобусе, которая проводится ежедневно и позволяет познакомиться с зоопарком, объезжая его по периметру. Это отличная возможность для посетителей узнать, как устроен парк. Во время экскурсии гид рассказывает об истории создания зоопарка, а история этого зоопарка началась в 1915 году с не очень хорошего обстоятельства. После прошедшей в Сан-Диего выставки экзотических животных в городе осталось много бесхозных питомцев, владельцы которых попросту побросали их, не желая везти назад. У властей возникла идея создать в их провинциальном на тот момент городке зоопарк, для которого и выделили участок земли в парке Бальбоа. Мы двигаемся в одну из зон зоопарка под названием «Австралийская глубинка Конрада Пребиса», которая была открыта в 2013 году. Она посвящена фауне Австралии и представляет собой большой вольер, в котором обитают коалы, кенгуру, эму, валаби и другие австралийские животные. Зона названа в честь филантропа Конрада Пребиса, который пожертвовал $10 миллионов на ее создание. На входе стоят тотемные столбы в стиле аборигенов. Пройдя дальше, мы встречаем длиннохвостого травяного вьюрка, обитающего в открытых лесах на севере Австралии. Также можно увидеть фруктовых голубей. А это кукабара. Это род птиц семейства зимородковых, обитающих в тропиках и редколесье Австралии и на Новой Гвинее. Кукабары известны своими криками, которые напоминают человеческий хор. Они питаются насекомыми, мелкими позвоночными и могут поедать детенышей других птиц. Рядом клетка, где обитает тасманский дьявол. В зоопарке он успешно размножается. Для малышей тасманского дьявола работники зоопарка разработали специальную диету. В австралийской глубинке зоопарка самая большая колония коал за пределами Австралии и самая большая коллекция австралийской дикой природы в Америке. В нем вдвое больше выставочных площадей для коал, включая больше вольеров на открытом воздухе, поскольку коалы нуждаются в
пребывании на солнце для своего здоровья. Они спят 22 часа в сутки. Продолжительному сну способствует переваривание эвкалиптовых листьев. Если коала будет спать меньше 18 часов в сутки, то животное попросту умрет от переутомления. Следующая зона в зоопарке называется «Городские джунгли». Она была открыта в 2009 году и посвящена фауне, которую можно обнаружить в городских районах по всему миру. Эта зона называется «Городские джунгли» из-за ее уникального дизайна, который сочетает в себе элементы городской среды обитания и дикой природы, создавая ощущение, что посетители находятся в джунглях, окруженных городскими зданиями. Здесь животных кормят прямо при туристах и создают с ними различные интерактивы. Здесь обитают различные животные, включая небольшое стадо жирафов Масаи. В вольерах можно увидеть красных кенгуру, газелей зёмеринга, американских фламинго, зебр Гранта, миниатюрного осла и индийских носорогов. Люди выстроились в очередь, чтобы покормить жирафов. Корм они купили заранее. Напротив жирафов находятся носороги. Здесь можно увидеть белых носорогов, которые являются одними из самых крупных носорогов в мире. Они могут достигать длины до 4 метров и весить до 2300 килограмм. Белые носороги обитают в основном в Южной Африке и являются объектом браконьерства из-за ценных рогов. В зоопарке белые носороги живут в большом вольере, который имитирует африканские равнины. Двигаясь по дорожке парка, встречаем розовых фламинго. Фламинго имеют ярко-розовое оперение, которое делает их одними из самых красивых птиц в мире. Клюв фламинго длинный и изогнут вниз, что позволяет птице отфильтровывать еду из воды. В клюве расположены роговые пластины, на которых оседает различный фито- и зоопланктон. Фламинго могут стоять на одной ноге в течение нескольких часов, что помогает им сохранять тепло и экономить энергию. Они также известны своими громкими криками, ритуальными позами и групповыми церемониальными пробежками. Обязательно необходимо обратить внимание на птицу-носорог. Они имеют характерный рог на клюве, который может достигать длины до 30 сантиметров. Южные птицы-носороги живут в большом вольере, который имитирует африканские равнины. Рядом с городскими джунглями находится зона «Африканские скалы». Она была открыта в 2017 году и посвящена фауне и флоре Африки, в частности, обитателям скалистых берегов и островов у побережья Африки. Она представляет серию вольеров, аквариумов и экспозиций, которые демонстрируют различные типы сред обитания, такие как скалы, песчаные пляжи, мангровые заросли и коралловые рифы. Здесь посетители могут увидеть многих животных, которые обитают вдоль африканского побережья, таких как африканские пингвины, лемуры, галаги, мангусты, выдры, акулы, рыбы и многих других. Зона также включает в себя экспозиции, посвященные сохранению уникальной фауны и флоры африканского побережья. Интересной зоной является слоновая Одиссея Гарри и Грейс Стил. Обширная территория, которая была открыта в 2009 году и посвящена азиатским слонам. Здесь живут слоны и другие животные, характерные для Юго-Восточной Азии. Эта зона названа в честь Гарри и Грейс Стил, филантропов из Сан-Диего, которые сделали значительный вклад в развитие зоопарка. Сначала посетители проходят возле металлической скульптуры слона. Здесь же можно увидеть калифорнийского кондора. Это вид крупного стервятника, обитающий в Северной Америке, в основном встречающийся на западе США и в Мексике.
Это один из самых редких видов птиц в мире, который находится под угрозой исчезновения. В 80-х годах в дикой природе их численность составляла 27 особей. Благодаря зоопарку птицы разводятся в неволе. Помимо азиатских, в вольере можно встретить также африканских слонов. Африканские слоны значительно крупнее индийских. У африканских слонов огромные уши, достигающие в длину до 1,5 метров, с округлой формой и направленными вверх. Африканские слоны более агрессивны и хуже поддаются дрессировке, чем индийские слоны. Эта выставка «Акация Вудланд» посвящена редким и исчезающим видам, обитающим в регионах, где преобладают акациевые леса. Одна из важных экспозиций посвящена леопардам. Леопарды являются самыми маленькими представителями семейства крупных кошек. Они уступают в размерах львам, тиграм и ягуарам. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, леопарды известны своей силой и ловкостью. Они отличные охотники, способные взбираться на деревья и преследовать добычу на большие расстояния. Леопарды также известны своей способностью адаптироваться к различным средам обитания, от тропических лесов до пустынь и горных районов. Леопарды известны своим уникальным окрасом, который представляет собой сочетание черных пятен на золотисто-желтом или коричневом фоне. Эти пятна могут быть круглыми или розеточными, то есть иметь форму розетки или розетки с точками в центре. Расположение и форма пятен на шкуре леопарда уникальны для каждой особи, подобно отпечаткам пальцев у человека. Этот узор помогает леопарду маскироваться в своей естественной среде обитания, делая его практически невидимым для добычи и хищников. А вот неожиданный финал для утенка, попавшего под пристальный взгляд леопарда. В зоопарке Сан-Диего есть экспозиция, посвященная западноафриканским лесам. Эта выставка называется «Африканские леса» и расположена в северо-западной части зоопарка. Здесь можно посмотреть на черепах и карликовых крокодилов. А в северо-восточной части зоопарка расположена выставка, посвященная животным, обитающим в тропических лесах Африки. Здесь можно увидеть западных низинных горилл, которые являются одним из подвидов горилл и находятся под угрозой исчезновения. Выставка создана таким образом, чтобы максимально приблизить условия содержания горилл к их естественной среде обитания. Здесь есть большой вольер с растениями и деревьями, а также бассейн для купания. Гориллы – самые крупные приматы. Их руки значительно длиннее ног, что позволяет им передвигаться на четвереньках и лазать по деревьям. Самцы горилл могут достигать роста более 180 см и весить до 200 кг. Самки горилл, как правило, меньше самцов и весят в среднем от 70 до 110 кг. Гориллы также имеют большие и сильные челюсти с мощными зубами, которые помогают им питаться растительной пищей, такой как листья, стебли и фрукты. В дикой природе гориллы могут проводить до 8 часов в день в поисках пищи и съедать до 30 килограммов растительности в день. В зоопарке рацион горилл тщательно контролируется, чтобы обеспечить им правильное питание и предотвратить избыточный вес.
А это бонобо, вид приматов, обитающий в Центральной Африке, на небольшой территории между реками Конго и Луалаба. Этот вид относится к семейству гоминидов и роду шимпанзе. Их также называют карликовыми шимпанзе. На самом деле, несмотря на свое название по размеру, бонобо не меньше шимпанзе обыкновенного, но уступает ему в плотности телосложения. Африканцам карликовые шимпанзе были известны испокон веков. Эти животные фигурировали в древних легендах жителей Черного континента. Так, согласно одной из них, именно бонобо научили человека определять, какие продукты можно есть без опаски. Бонобо – это один из самых умных видов обезьян, известных за их высокоразвитые интеллектуальные способности. Они отличаются от других обезьян своей мирной природой и способностью к эмоциональному взаимопониманию. Этот вид также известен своей способностью к сексуальному поведению в качестве средства разрешения конфликтов и укрепления социальных связей. В следующем вольере живут карликовые бегемоты. Они обитают в тропических лесах и болотистых местностях Либерии, Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Сьерра-Леоне. Карликовый бегемот – это значительно более мелкий вид, чем обыкновенный бегемот. Длина тела карликового бегемота может достигать от 150 до 180 сантиметров, а вес от 180 до 275 килограммов. Они более пугливы и застенчивее обычных бегемотов. А это мандрилы и дрилы, два вида приматов из рода мандрилы. Они являются наиболее известными представителями этого рода. Мандрилы и дрилы отличаются друг от друга по размерам. Мандрилы достигают 75 сантиметров в длину, а дрилы – 60-75 сантиметров. Оба вида используют звуки, такие как низкое хрюканье и высокое карканье, для общения и поддержания семейных связей. Рассказывать о животных зоопарка можно бесконечно, но в коротком видеоролике невозможно рассказать о всех обитателях этого сказочного места. В конце видео расскажем о Скайфаре, подъемнике, без которого рассказ о зоопарке будет неполным. Подъемник был открыт в 1969 году и является одной из главных достопримечательностей зоопарка. Скайфари представляет собой гондолы, подвешенные на кабелях, которые перемещаются над зоопарком и предоставляют пассажирам прекрасный вид на животных и экспозиции зоопарка. Маршрут Скайфари проходит над многими выставками зоопарка, включая Африканскую равнину, тропический лес и полярный ледник. Поездка на Скайфари длится около 10 минут и предоставляет пассажирам возможность увидеть животных сверху и полюбоваться красивыми видами зоопарка. Подъемник работает круглый год, за исключением некоторых дней в году, когда он закрыт на техническое обслуживание. Скайфари – это отличный способ исследовать зоопарк Сан-Диего с высоты птичьего полета и увидеть животных с новой стороны. Это также прекрасная возможность сделать великолепные фотографии и создать незабываемые воспоминания. На этом все. Если вам понравилось видео, напишите в комментариях, следует ли продолжать эту тему. Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. В следующем видео мы продолжим путешествие по зоопарку в Сан-Диего и посетим сафари-парк, расположенный примерно в 32 километрах к северу от центра города. До новых встреч!